После того, как было создано несколько элементов композиции, появляется представление о том, как будет выглядеть трек. Любая композиция строится постепенно, и когда начинался этот трек, мы не имели представления, как он будет выглядеть в результате. Но уже на этом этапе я вижу, что нужно делать дальше. Сейчас мы будем развивать основной грув, который мы создали ранее. Для удобства понимания мы разобьем основную часть трека на несколько фаз. К примеру, первая, вторая и третья фазы. Для начала скопируем созданные ранее 8 тактов. Для того, чтобы эти 8 тактов звучали немного отлично от предыдущих, я добавлю еще один звук. Для этого использую синтезатор Massive. Загрузим подготовленный пресет. Теперь нужно создать MIDI-клип и написать ноту ля пятой октавы. Главное правильно позиционировать синт в треке. Теперь нужно изменить автоматизацию параметра макро 1. Чтобы звук был широким, добавим небольшой дилей между правым и левым каналом. Затем продублируем MIDI-клип и поставим его через 2 такта. И чтобы звук отличался от предыдущего, опустим ноту ля на 1 октаву. Вот и получилась первая фаза. Теперь пришел черед создания новых 16 тактов, второй фазы. Для этого я скопирую MIDI-клипы и буду их изменять. Добавлю еще один инструмент на пустой MIDI-клип. Это тоже будет Massive. Здесь я выберу подготовленный пресет. В пустом MIDI-клипе нужно создать ноту ля первой октавы. Здесь также важно правильно позиционировать клип в треке. Предлагаю удалить немного низких частот, так как в этом инструменте важны средние и высокочастотные составляющие. Чтобы звук был широким, нужно добавить немного дилея. Давайте добавим еще один инструмент. На этот раз это будет рейзер для реактора. Здесь используется подготовленный пресет. Скопируем MIDI-клип из предыдущего инструмента и немного изменим ноту. Теперь нужно скопировать ритм-секцию. Послушаем, как звучит бас-линия вместе с ударными. Нужно исправить положение клипов. Для развития темы надо продублировать полученный грув.
Теперь немного изменим начало тактов. Здесь главное не забывать делать элементы более разнообразными. В этом случае я использую лейеринг. Для того, чтобы эта фаза звучала как одно целое и при этом разнообразно, нужно исправить окончание тактов. Теперь еще раз все продублируем и будем делать окончание.